Всем привет, с вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. В этом видео мы с вами сделаем сет браслетов с жемчугом Сваровски. Для работы нам понадобится основа для браслетов. Вот такие вот цепочки к нам как раз недавно приехали, новинки из Кореи. Жемчуг 5,4-3 мм, тросик, пины. Полный список материалов вы найдете в описании под этим видео. С вот такими основами для браслетов работать очень-очень просто. Мы отсоединяем вот эту вот часть, которая удлинитель, и на саму цепочку можем нанизать бусины, можем ее посерединке вот так вот раскусить, поставить какой-нибудь коннектор. В общем, фантазировать можно бесконечно долго. Мы сейчас на эту цепочку наденем бусины Сваровски Globe Bead. Посмотрите, как мы будем это делать. Вот мы разъединили цепочку, сняли с нее удлинитель, и теперь мы наденем кримп, Globe Bead 6 мм, кримп, опять кримп, Globe, кримп и снова кримп, Globe, кримп. Вот в таком порядке мы сейчас это все на цепочку наденем. Вы можете на самом деле надеть на цепочку просто бусины, и будет очень красиво. Но мы сейчас немножко по-другому сделаем. Я хочу, чтобы они были на расстоянии друг от друга. И вот после того, как мы надели наши бусины через кримп, мы возвращаем с помощью плоскогубцев кусочек, который мы от нее откусили сначала, удлинитель. Возвращаем назад. О, прицепили. Закрываем это колечко обратно, вот так вот аккуратненько, как будто мы его и не снимали. Получилась цепочка, на которой у нас бусины. Теперь мы их расположим следующим образом. Крупная будет в центре. Я думаю, что центр мы найдем легко. Мы просто вот так вот сложим, и вот он наш центр. И вот здесь, вот, где эта бусина в центре, мы возьмем кримп и закусим его волшебным кримпером. Несколько раз закусим и зафиксируем его на одном месте на цепочке. Закусили, повернули, еще раз закусили, и так несколько раз, чтобы он у нас превратился в круглую бусинку. Придвинули сюда бусину и закусим еще один кримп рядом. На самом деле на небольшом расстоянии, чтобы нам удалось подлезть инструментом. Вот так. Опять несколько раз поворачиваем, закусываем, поворачиваем, закусываем. Смотрите, что получилось. Получилась бусина, которая посередине браслета. Теперь точно так же фиксируем эти две оставшиеся. Складываем цепочку пополам, находим центр, придвигаем кримп и фиксируем. Закусили один кримп, подвинули бусину и будем закусывать второй. Так, и точно так же поступим с этой стороны. Сложим цепочку пополам, найдем центр, подвинем туда бусину, подвинем туда кримп и тоже здесь все зафиксируем. Получилось вот так. У меня бусины получились зафиксированы на браслете неподвижно, но вы можете повесить кримпы вот сюда и сюда, два кримпа между тремя бусинами, и тогда бусины будут у вас по браслету свободно ездить, но только по одной третьей части. В общем, фантазируйте здесь с кримпами, с бусинами, распределяйте их как хотите, здесь вариантов вообще масса. Я захотела сделать так. Первый браслет готов, переходим к следующему. Для второго браслета нам понадобится пин, и на него мы нанижем жемчужины. Сначала 3 мм, 3 штучки, потом 4 мм, 5 мм, и снова 4 и 3 по 3. Получилась вот такая вот вещь. Сейчас мы из нее сделаем коннектор. Просто возьмем и загнем здесь петельку. С одной стороны у нас петелька есть, мы сделаем точно такую же с другой стороны. Берем, отгибаем прям вплотную к жемчужине под углом 90 градусов, откусываем кончик, оставляем хвостик и загибаем обратно. Вот, смотрите, получился такой коннектор. Теперь этот коннектор мы приделаем к цепочке. Возьмем цепочку со звеньями чуть покрупнее, вырежем здесь у нее, точнее даже выкусим вот так вот саму цепочку, и вместо того, что мы здесь выкусим, вставим наш коннектор. Чтобы они были одинакового размера, мы просто возьмем и их подровняем по первой. Вот так. И коннектор. Прям так вот все положили и выкусываем.
и кусь. Это лишняя деталь. Теперь сюда вставляем наш коннектор. Все как обычно. Колечко разомкнули, надели цепочку и сомкнули колечко обратно. То же самое с другой стороны. Разомкнули, цепочка и сомкнули. Так, быстро, готов второй браслет. И сделаем третий. Третий браслет будет весь из жемчуга. Мы его соберем на тросике. Возьмем тросик, у меня Flex Ride, 21 нить, толщина 0,14. Можно взять потоньше 0,12, но я хочу 0,14. И на этот тросик мы будем надевать жемчуг Сваровски 5 мм. Так наденем же жемчуг. Просто нанижем жемчужины на тросик. Вот мы нанизали жемчуг на тросик, такой же длины сделали, как остальные браслеты. Теперь сюда нужно приделать замочек. Сделаем мы это следующим образом. Наденем на тросик кримп, возьмем колечко, наденем на него замочек и закроем колечко плотно-плотно, чтобы все здесь прилегало прям идеально друг к другу, чтобы не было никаких зазоров. А теперь это колечко надеваем на тросик, проходим кончиком в обратном направлении через кримп, подтягиваем, оставляем здесь вот такую вот небольшую петельку и волшебным кримпером закусываем, делаем из кримпа бусинку. Закусили, повернули на 90 градусов, еще раз закусили, опять закусили, опять повернули. Все, получилась бусинка. Откусываем лишний кончик вплотную к кримпу и все подтягиваем. Подтягиваем бусины в эту сторону. А вот эту вот цепочку, этот кусочек, который мы выкусили из предыдущего браслета, мы сейчас разделим на 3 части и будем использовать в третьем браслете. Посмотрите, каким образом. Просто мы его раскусываем на 3 части. Снимем здесь пару бусин. Этот браслет должен быть нам чуть-чуть маловат. Вот это вот пространство мы заполним сейчас цепочкой. Надеваем кримп, надеваем отрезок цепочки, проходим обратно через кримп. Так, у меня еще через жемчужину получилось, но ничего страшного. Подтягиваем все. Подтягиваем, подтягиваем, подтягиваем. Оставляем здесь тоже такую маленькую петельку. И волшебным кримпером превращаем кримп в бусинку. Кончик откусываем. Откусим у пина колечко, потому что оно здесь довольно крупновато, мне кажется. И сделаем тонкими инструментами колечко поизящнее. Наденем жемчужинку, с другой стороны тоже сделаем аккуратное маленькое колечко. Вот, получилось вот так. Теперь эту бусину мы приделаем вот сюда, вот между этих двух отрезков цепочки. А вот сюда, вот на этот кончик мы приделаем подвеску жемчужину. Возьмем маленький пин, наденем на него жемчужину, сделаем колечко. А затем прицепим на кончик вот этой цепочки. Та-дам! Все получилось. Видите, он держится немножко нетрадиционным способом за цепочку, и его останавливает вот эта жемчужинка. А это здесь просто висит красиво. Наденем и остальные тоже. Их можно носить и по одному, и по 2, и сразу 3, как хотите. Вот разные браслеты в одном стиле. Они не кучкуются. Просто их можно носить, посмотрите, если сделать 2, совсем другой лук. Если сделать 2 таких, совсем другое дело. Но 3 это вообще прям, когда хочется просто шикануть. Мне кажется, не хватает еще одного. На самом деле, пока мы делали вот это, все, тут за кулисами произошло еще одно волшебство. Мы взяли расширитель отверстий, взяли жемчужину 5 мм и расширили отверстие у нее до такой степени, что она тоже поместилась на цепочку. Видите, и она вот здесь вот так вот ездит, и это может быть 4-й браслет в эту серию. Надевайте, красуйтесь, меняйте их местами, по-всякому комбинируйте, будет классно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Не забывайте про хэштег «Птичка научила», когда делаете что-то по нашим мастер-классам. Всем пока! Вот такие основы для браслетов хороши тем, что... И на него мы нанижем... А сюда мы вставляем... это лишняя деталь, а сюда мы вставляем... Что-то я засыпаю, мне кажется. Вот мы нанизали. Сейчас. Извините, это вообще нормально? Ну, почему нет? Или почему да? Просто мы его раскусываем на 3 части. Я вообще не соображаю, для чего это мы делаем, ну ладно. Слушай, я хочу такой себе браслет. Мне кажется, не хватает еще одного. Как вы считаете?